Здравствуйте, стрельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 1 по 7 июня. Давайте мы посмотрим, что стрельцов ожидает, какие карты сегодня выпадут стрельцам, какие события для вас будут наиболее важными и актуальными. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, также можете оставить лайк или сообщение под этим видео, чтобы мне было понятно, что этот расклад вам подходит, что он вам нравится, что он вам интересен и оставляет какой-то отклик, соответственно, в вашей жизни. Давайте посмотрим, что ожидает стрельцов. Неделя с 1 по 7 июня, начало лета. Первая неделя лета, какой она для вас будет? Какие карты у вас выпадут, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем, соответственно, по дням. Итак, давайте посмотрим. Стрельцы. Так. Как мне сделать, чтобы было все в кадре? Так, смотрим. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта у нас есть карта туза кубков. Карта позитивная очень, карта радости. Туз кубков, переполненность эмоциями. Вы можете испытывать какие-то эмоции радостные, соответственно, потому что здесь какие-то для вас позитивные события могут быть, которые приносят много радости. У кого-то это влюбленность, у кого-то это эмоции радости от того, что, не знаю, что-то происходит в личной жизни очень позитивное, у кого-то это может касаться, не знаю, каких-то рабочих вопросов, нюансов. Но в любом случае очень такая позитивная карта, потому что очень много здесь переполненности эмоциями, чувствами есть. Может быть, вы отдыхаете здесь, может быть, вы здесь по королеве дисков можете чувствовать какую-то радость от того, что вы, королева дисков, имеете, вы знаете, какую-то отдачу от того, во что вы вкладываетесь, что вы любите, может быть, по королеве дисков, во что вы вкладываете много своих ресурсов и сил, над чем вы работаете. Потому что королева дисков, она трудолюбивая, она добрая, заботливая, верная, она очень практичная и она очень стабильная сама по себе. То есть ощущение радости от того, что вы чувствуете стабильность, основу, постоянство, от того, что вы чувствуете какой-то достаток и благополучие или постоянную вашу работу, которая вам дает ощущение радости, которая вам нравится, или приносит вам деньги, или ощущение радости от того, что у вас есть в принципе как стабильность какая-то, неважно, чего она касается, отношений в вашей жизни. Может быть, вы, так как это карта сердечности тоже, может быть, вы в какое-то дело влюблены или полностью отдаете себя какой-то задаче, которую любите, поэтому королева дисков. Дальше тройка мечей. Тройка мечей, она о разочаровании, о неприятностях, о каких-то конфликтах может быть. То есть не самая позитивная карта. Что здесь происходит у стрельцов? Почему выпадает эта тройка мечей? Зачем она здесь вообще во вторник? Здесь же карта повешенная. То есть что-то загоняет вас в тупик. Вы по-другому смотрите на какие-то вещи или понимаете что-то по-другому, иначе видите по-другому какие-то события, и они загоняют вас в тупик и причиняют сердечную боль. То есть что-то вас может здесь расстроить. Может быть, вы увидели что-то, что вас расстроило, или какая-то ситуация произошла, какой-то урок вам дала жизнь, и это вас могло больно уколоть или задеть. То есть здесь может быть какая-то такая сложность, которая у вас имеется по повешенному. И вы таким образом получаете определенный опыт, хоть и болезненный, возможно, какой-то свой урок выносите. Может быть озарение, то есть понимание каких-то вещей, но опять-таки оно может быть не совсем вам приятным или немножечко болезненным. Карта императрица, карта мамы, может касаться вопрос мамы вашей, женщины какой-то,
императрица — это женщина, может быть вас, если вы мама, если вы женщина. То есть это в целом, да, карта очень женская, фертильности, карта женского начала. Здесь все, что касается материнства, все, что касается женщины как таковой, то есть по императрице ее женственности, такой вот нежности, ранимости и всего прочего. Если мы говорим о работе, то здесь могут быть какие-то события, связанные с тем, что вы работаете на рост, работаете на результаты, да, то есть как будто бы взращиваете что-то. В отношениях растите отношения, работаете над ними. В отношениях с детьми вкладываетесь в них, то есть чему-то учите, вот, чтобы, да, чтобы они опять тоже росли, развивались, чтобы они менялись в лучшую сторону, да, то есть вы как будто что-то отдаете свою материнскую или женскую энергию, вот энергию роста, даже если мужчины смотрят, энергию роста, чтобы что-то росло, развивалось, процветало по императрице. Либо общение, вот может быть с такой женщиной, даже не знаю, то есть все, что связано опять-таки с такой женской энергией. Хорошая карта для материнства, для рождения детей, для зачатия ребенка, то есть вот какие-то такие вещи, женского здоровья, внимание, которое посвящаете женскому здоровью или вашей женственности, если смотрят женщины, там, не знаю, в салон красоты пойти, что-то себе купить, чем-то порадовать. То есть вот она, женщина, да, которая ухаживает за собой. Вот она, императрица. Ну, давайте посмотрим, что еще здесь есть по этой императрице. Что здесь происходит? Тут же королева мечей, она у вас дважды выпадает. Карта воздушного знака, речь может идти про воздушный знак. Это весы, близнецы или водолеи, может быть женщина такого знака, с которой вы здесь общаетесь. И также здесь очень много прямолинейности, разговоров, общения, которое по этой королеве мечей есть. Вы ответственно относитесь к тому, что касается вашей семьи. Вы стараетесь что-то контролировать, касающееся там ваших близких или ваших детей. Если мы говорим о работе, то это карьера, амбиции, направленные на рост, на результат, да, то есть вы что-то делаете, мечом вот этим вот решительно себя ведете, решительные какие-то действия или решения какие-то принимаете, но они направлены на рост, на процветание, на улучшение, соответственно. Дальше тройка жезлов, карта перспективы, которую вы хотите достичь. То есть вы видите в чем-то перспективу, вы смотрите вдаль, вы думаете о том, что что-то имеет потенциал, хороший рост, вы думаете, как к этой вершине прийти, как прийти к тому, что вы для себя наметили, к какой цели вы идете. И вы стараетесь любыми способами к этой цели идти. Может быть, ища поддержку окружающих, может быть, ища какие-то сподручные способы, средства другие. Может быть, что-то меняя в своей работе, да, или в своих способах, действиях, но вы стараетесь к этой вершине себя подтянуть, к этому результату, трудитесь для этого, работаете для этого, прилагаете усилия определенные для этого, и уже, скорее всего, имеете какие-то результаты, которые вас вдохновляют для дальнейших шагов и действий по тройке жезлов. То есть это такая карта где-то ожидания, но с перспективой большой. И по карте Дьявол ваше ожидание результата, которого вы сильно хотите, жаждете. То есть вы на что-то нацелены, потому что по карте Дьявол что-то вас манит, как искушение, как соблазн, что вот я хочу достичь этой финальной точки. Для меня это важно. И вы прям в ожидании, когда же вы заполучите то, что для вас так желанно, чего вы так сильно хотите. Дальше карта восьмерка пентаклей, тоже работа, прикладывать усилия, трудиться, каждодневный труд, рутинный труд, самосовершенствование для того, чтобы получать больше, допустим, денег, больше зарабатывать, для того, чтобы достичь успеха какого-то на работе или в какой-то занятости, которая для вас важна. Но и в целом восьмерка пентаклей, она о процветании и успешности, удачи на вашей стороне, которая позволяет вам достигать хороших результатов, то есть как-то расти, развиваться, чему-то учиться и становиться лучше. И по карте Иерофант становиться мудрее, становиться по карте Иерофант, возможно, более успешным в какой-то работе, которая традиционная, которая связана с, ну вот знаете, как какая-то
как принятая в обществе работа или какие-то дела, которые вы делаете обычно, что-то общепринятое, понятное для окружающих по иерофанту. И также здесь в целом будет какая-то вот занятость больше, может быть, семьей, делами семьи тоже по иерофанту, то есть вопросами, касающимися брака, дома, семейных каких-то вопросов. Но мы говорим здесь скорее, опять-таки, об успехе, успешных решениях, мудрых, которые вы принимаете, потому что иерофант — это мудрость. Мудрое решение, правильное решение, ведущее к процветанию, к успеху. Карта Королева мечей. Карта воздушной стихии, я уже говорила, воздушного знака, может быть общение с воздушным знаком, Весы, Близнецы, Водолей, а может быть ваша решительность, настойчивость, прагматизм, ваша ответственность в том, что вы делаете в этот день, то есть вы можете проявлять себя этой королевой мечей, хоть вы таковой не являетесь, вы огненный знак Стрельцы, но вы здесь можете быть вот такими вот, как эта королева мечей, очень честными, прямолинейными, да, очень активными в отношении своей цели. Королева мечей. И тут же карта Туз жезлов, то есть решительность, смелость, готовность каких-то перемен, реализовывать возможности и амбиции свои реализовывать. То есть вы горите какой-то идеей, вы ее делаете, воплощаете в жизнь, много об этом говорите, говорите о своих планах, высказываете окружающим свои планы, говорите о том, каких возможностей хотите достичь, соответственно, да, каких улучшений или перемен. И по десятке мечей, не знаю, как чувство усталости, может быть, в конце недели или отчаяние из-за того, что что-то может в воскресенье пойти не так, может быть, какая-то неприятность происходит. Ну, скорее всего, здесь же она и завершается, и по семерке пентаклей, возможно, вы будете разочарованы тем, что что-то не совсем получилось сделать в воскресенье из запланированного, что-то пошло не так, и вы из-за этого можете испытывать стресс и думать, что вы хотели вот большего бы или большего результата, или вы чего-то хотели в этот день получить, да, ожидали, а не получили. Понимание, что нужно будет еще проявить терпеливость, выжидательность или приложить какие-то усилия, чтобы этот результат был. То есть разочарование из-за этого может быть. Или отчаяние из-за того, что потеряны какие-то деньги и потеряны зря, допустим. Разочарование из-за этой потери денежной, то есть стресс тоже какой-то из-за вот этого, да, события. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для стрельцов, мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал. До скорого.